Филактет. Со Скироса под Трою направляясь, на остров Лемнос прибыл Одиссей, а также Диамет с Неоптолемом. Их ожидала трудная задача – Филактет. Уже 10-й год он жил отшельником, от непрестанных болей мучаясь, укушенной змеей. И проклиная тех вождей ахейских и Лаортида с Агамемноном всех прежде, которые его покинули на острове, страдать от раны ядовитой, язвящей, непрестанно распинающей. Предосторожно выслали вперед Неоптолема, поскольку Одиссей и Диамет лишь гнев способны Филактета вызвать. А сами притаились в зелени кустов и миг удобный улучив, когда от боли впал в беспамятство несчастный, схватили лук и стрелы, смоченные ядом лернейской гидры. О, как, очнувшись, бранью осыпал коварных лицемеров Филактет! «Уйдем скорее», — Диамет сказал, — «и лук и стрелы наши». Но неподвижен Одиссей остался, безропотно и молча слушал. После произнес: «Ты прав во всем. Страдание твое безмерно. Казался обреченным ты, но выжил. Для лет мучительных. Ты можешь поразить меня своей стрелой смертельной. Я узнаю так, пусть ненадолго, что ты испытал». С этими словами вдруг протянул он Филактету лук. Схватил тот жадно, торопливо, ведь то единственный многолетний верный друг его. И тут же наложил стрелу на тетиву. От ненависти сузились глаза, дрожали руки, содрогалось тело, как будто от озноба. Одиссей сказал: «Ты можешь отомстить обидчику, имеешь право, но смерть моя не исцелит тебя. Или отправимся под Трою. Как открыли боги, там завершатся твои муки, к жизни вновь воспрянешь. Выбор за тобой». Слезились, яростью пылали глаза у Филактета. Казалось, он не слышал Лаэртида, безумием объят. Но опустил внезапно лук, ослабил тетиву и застонал протяжно. Может быть, заплакал. Взяв Одиссею в плащ за два конца, седалище создали Филактету и понесли под тропом к кораблю. Страдалец, все еще дрожа от возбуждения и боли, за шеей обнимал своих врагов недавних. Ступали осторожно, выверяя шаг, побагровев с натуги, хоть и худ возница их невольный. Не им чета прибодрый Ахиллит вперед ушел и гордо нес Гераклов лук и стрелы. Все вышло так, как Одиссей изрек. Сыны Асклепия успешно исцелили незаживающую рану. Разящий грозный лук бессмертного героя под Троей появился, стал в ряды ахейцев. Воскресший Филактет нес смерти ужас доблестным Дарданам. Среди сраженных им был и Парис. Стрела в плечо вонзилась. Не была бы рана, подобная смертельной, но гидры яд нетлеющий огнем переполнял все органы и плоть, пронизывал мозг, кости, рассудок наполняли зыбкие видения, а что вокруг, то таяло, как будто дымка сна.
Он видел свою юность. Дождь прошел недавно, земля воспрянула, прохлада влажных листьев, и небо чистое, как будто только благо на свете есть и обнимает мир. Мальчишками бегут на речку, в береге крутом обширный птичий город. Ласточки в заботах стремительно несутся над водой. Он на быке лежит, живое ложе, теплое, как счастье. Он дремлет в безмятежности. Чуть сумрачно, смеркалось у ручья, в тени изящный силуэт и взгляд ему навстречу. Вся кровь у сердца, радость, как волна. И вперемешку прочие картины. Скрипят уныло снасти корабля, гримаса искаженное лицо, Приама добрый взгляд, кувшин разбитый, разлилось вино, надменная усмешка Диефоба, и произносит кто-то из толпы: «Смотри, Парис, он первый щеголь Трои». Очнувшись, он не думал, вспоминал. Не отдаленное, а то, что продолжалось войной неутолимой каждый день. В начале битв с ахейцами стремился убедить вождей троянских. Нам нужно позаботиться о том, чтобы данаи чаще голодали. Терзающий их голод – главный наш союзник. Готов молиться денно, ночно, чтоб это божество призвать. И приложить усилия должны, чтобы он явился. Будет больше проку, чем от сражений шумных гула колесниц. Никто не внял. Кто возражал ему возвышенную речью, что только мужество и воинов искусства способны дать победу. Кто лишь смотрел надменно свысока: «О чем ты судишь?» А кто подружелюбнее, вещевали мягко, чуть снисходительно: «Ведь не стратег ты, мол». Совет военный не спешили звать, хотя известно было мастерство его стрелка из лука, но всерьез могучим воином его не признавали. На колесницах не любил сражаться, да и в искусстве этому уступал не только лучшим из героев, даже посредственным бойцам. Он предложил иначе воевать. Неповоротливо чрезмерно колесница. Конь – умное животное, и если с ним в союзе окажется наездник, то они вдвоем гораздо больше смогут без телеги лишней. Зачем же людям на коней садиться? Быть может, лучше сразу звать кентавров? Но почему им за тебя сражаться? Не я придумал способ этот. Бежали так от хеттов египтяне, когда в великой битве их сражались царства. Ну что взять с пастуха? Между собой судачили вельможные трояне. Он вырос в хижине на Иде и понять не может, что способ бегства и война мужей – занятия не схожие по сути. Песок горячий не заменит воду, и что годится трусости в подмогу, то не способно доблести служить. Таков настрой был общий, хоть не все решались сказать так прямо. Даже те, кому Парис любезен, в их числе Приам, не одобряли странную затею. Тогда Парис на Иду удалился, и далее на пастбище в долинах, где занимался выучкой коней по полугоду. Из молодых и храбрых пастухов собрал отряд летучий, небольшой, но дерзкий. Немало беспокойства и беды принес его отряд ахейцам, но в больших боях он для приметной роли чересчур ничтожен. То это, то другое, так года прошли, как будто незамеченным остался.
Так часто видит глаз не то, что перед ним, а что внимание избрало общее суждение. Ну, а Парис не очень-то любезен согражданам, как будто тень на нем. Иной поступок малый совершит, все видят и о том судачат. А ты хоть горы свороти, посмотрят равнодушно, как ничего и не было. Он бредил иногда, звал сверстников из юности и повелел Наиду себя доставить. Где мой начат путь, там пусть закончится. Не слушал уговоров и ничего не говорил в ответ. Когда уже Наиду принесли бессильного Париса, разыскали слуги прекрасную Энону, жившую в лесах. Она молчанием ответила на их призыв, лишь голову склонила. Ведь все еще пред нею Александр в их час прощальный. Гневное лицо, бездушный взгляд, жестокие слова. «Я никогда не позову тебя, и для тебя я все равно, что умер». Она боялась боли. Но сквозь чуждый образ какое-то тепло неясное звало. Уснула, будто провалилась в беспамятство. И там явился ей Парис, измученный, себя не сознающий, чуть слышно стонущий, ведь не осталось в нем сознания и сил на горестные крики. Пылало ядом тело, в нем сгорала жизнь частица за частицей, нестерпимый жар. И в то же время мертвенный озноб пронизывал и корчил, лютый холод. Как можно вынести смешение стихий, когда и в той лишь смерть себя являет? От сна очнувшись, поняла Энона. Не сон ей виделся, а сам Парис, таким, каков сейчас. В ней мысли не осталось, лишь один порыв. К нему спешила, но уже, увы, его Танат похитил в царство мрака, где все, что было плотью, стало тень. Проворнее бог смерти оказался. Она узнала это прежде, чем дошла, и замерла, застыла. Онемев, стояла среди деревьев на краю поляны, где у шатра поблекшего лежал Парис. Собравшиеся люди, пастухи, Париса, слуги и несколько примкнувших случайных путников, их выгнала война из собственной обители, обряды совершили и тело возложили на костер. Все это время долго Энона простояла среди деревьев, как одно из них. Что думала она? И были ли мысли? Собравшимся она внушала трепет и суеверный ужас почему-то. Костер неспешно разгорался. Лишь тогда она в молчании общем на него взошла. Взглянула на Париса, улыбнулась вдруг. Светло и безмятежно что-то прошептала. Дым скрыл ее на миг. Как говорят, она ступила в пламя и в нем сгорела. Или вознеслась в те времена и дали, где, вопреки всему, они извечно юны, радостны, любимы. Возможно ли такое?
невозможно есть. Не может лучше лишь обращаться в тень и исчезать бесследно. И если этот мир не сохраняет, то лучшее, что происходит в нем, то он нелеп, бездарен, бессмыслица пустая, для которой быть никто не сыщет права. Никогда. Гибель Трои. Осталась третья из задач – Палладий. Вновь в рубище облегся Одиссей, прокрался в Трою, в храм проник Афины. И баловень удачи там сумел похитить ее священный образ, охранявший Трою. Ну или он не рухнул. Может, в книге судеб его конец начертан, но Троян отвага ничуть не ослабела. Более того, они с какой-то дерзостью сражались. Данаи в ужас приходили. Им казалось, Рок судил им навсегда остаться здесь, в стране постылой, войною обеспложенной. Тогда опять пошли переговоры. Сперва вождей ахейских меж собой, а после осторожные с Приамом. Тот согласился возвратить ахейцам сокровища спартанские и многие добавить, чтоб голос алчности умолк. В ответ на это согласились Данаи завершить войну. Решили втайне. Без огласки, сделки Данаи уничтожат лагерь свой и берега дарданские покинут. Царь Илиона предпочел, понятно, чтобы сограждане о выкупе не знали. Ну а вождям ахейским тоже не с руки добычей делиться с простецами. Простолюдин для знатного помеха, когда не отдавать, а получать приходит час. Трудам и благам разный счет от века. Отплыли греки, посжигав постройки, немало утвари и прочего всего, что корабли не в силах взять на борт. Но злоказненный Одиссей замыслил план коварный, чтобы, наконец, покончить с Троей, или, что вернее, чтобы Агамемнон согласился завершить войну. С Приамом договор – уловка для вождей ахейских. Но кто об этом знал, едва б сказать могли и сами очевидцы. Только то бесспорно, что статую коня измыслил Одиссей как место для засады. Якобы в подарок оставили троянам, возмещая им украденный Палладий. Известна всем дальнейшая история с конем и о Синоне байка. Меньше говорят о более постыдном, как вступили в сговор с ахейскими вождями Антенор с друзьями, кто был причастен, как, когда, какую роль сыграл, кого измена не спасла, кто уцелел. Не хочется мне права разбирать предательство унылы письмена на темных и скукоженных страницах. И кто наверняка о том расскажет? Ведь кто-то среди древних утверждал, мол, знали во дворце о тех, кто затаился в деревянном чреве фатальной статуи. Как будто сговор был, что маленький отряд похитит из дворца Елену. И что тогда останется Приаму? Лишь развести руками и сказать, что вот лазутчики ахейцев совершили злое. Ну что ж поделать? Не нарушен ведь закон гостеприимства, не сдана Елена супругу прежнему. И каждый честь по чести свое имеет. Троя, тихий мир, а буйные Данаи то, зачем пришли. Бессильный тоже развожу руками.
Расчеты тайные, мотивы, где лицемерие, где правда, различишь едва ли. В истории той давней разобраться сложно. Коня, конечно, Одиссей придумал, но, может, сам стал жертвой и Агамемноном обманут. Что если умысел коварный был Атрида, для всех нежданный, не в Грецию уплыть, а за Тенедосом в засаде затаиться? Или врасплох застал лишь Лаэртида? Явно Ахиллит настрой имел к кровавому исходу, не только к вылазке с задачей Еленой овладеть. Хотя и то сказать, когда и где не кровожаден был Неопталем. Всегда мы знаем мало. Что истина? Не слепок глиняный событий и вещей, а Богом данная способность человеку то понимать, что разуму доступно. Возможны и огрехи, и ошибки в усилиях ума. Но без его участия, бесспорно, нет истин никаких, и даже тени истин. Кто недалек умом, тот даже наблюдая событие само, составит ложный образ. Но и не ложный образ столь причудлив бывает, что иная сказка гораздо проще выглядит. Быть может, повинуясь импульсу внезапно, решил микенский царь переменить все планы. Не дожидаться на Тенедосе Елены и тех вождей, которые в коне за ней отправились, а самому напасть на город успокоенный, беспечный. Случайное решение порой весомее при многих долгих планов. Так или так, всех поглотил пожар. Огонь всепожирающий объял великий город. Бесчисленно жестокостей убийств незащищенной Троя совершилось. Данаи лили кровь, как льют из чаш вино, когда пир переходит в непотребство. Стараются не пить, а расплескать. Не вкус напитка важен, а поток, который должен все залить, шуметь рекою. Трояне гибли на своих дворах, на улицах, знакомых с детских лет. Немало и Данаев полегло, Танат со всех собрал в достатке жатвы скорбной. Среди дарданов погибал и стар, и млад. Всех участь горша у семьи Приама. Ее старейшина, сам Илионский царь, убит Неопталемом в попрании заветов людских и божиих. Старик седой у алтаря царя богов, властительного Зевса. Сперва, узнав о вероломном вторжении Даная в город, в доспех облегся, чтобы пасть с оружием, свой дом обороняя. Гекуба старца умолила поступить иначе, у алтаря богов искать защиты. Там он и погиб, мечом пронзенный, лишь успел сказать: в своем потомстве не продлится тот, чья молодость не пощадила старость, уже и так убитую судьбой. И младший в их роду Астианакс, сын Гектора, славнейшего героя, еще младенец несмышленный, вырванный из рук отчаянно кричащей Андромахи, был сброшен со стены. Близ места, где еще недавно мать ему отца показывала, шедшего на битву. Той толики добра, которую явил Геракл, помиловав Приама, тогда подростка после штурма Трои в иные времена, теперь уж не нашлось в героях нынешних, да вправду ли героях. Не город полыхал, а мир горел. О, стоило ахейцам оглянуться! Они бы увидели, как дети их бегут от страшного врага,
как рушатся дворцы, которыми кичились, как обезлюдили селенья, и огонь веселый бесстрастно слизывает все, что было их страной. Строения, пшеничные поля, останки кораблей, тела людей, их утварь и надежды, которым уж не сбыться никогда. Не торжество победы перед ними, не пламя Трои, а всего намек на тот огонь, что поглощает все. Нет, даже более не поглощает, а в себе содержит. И что отдельное живет, не есть, а лишь отпущено на время в хладный мир угасший. Мы в нем находимся и потому привыкли. Нам чувство в заблуждение дано, чтобы различать между тенями. Их ведь мним вещами разными. Где вещество, где чувство осязает, где глаз увидел, уловило ухо хотя бы шорох, там убеждены знак достоверности. Святое простодушие, нелепость. Внушение ложных, сладостный обман. Того не замечаем, что все формы лишь потому хотя бы отчасти есть, что в них горит огонь. Не пеструю палитру разных свойств имеют вещи. Это все оттенки небытия печального и равного себе. На сером серое. Всего одно нетленно пребывает. Энергия, которая питает, энергия движению равна. Все свойства только действий след, а действия – энергии явления. Так даже в нашем хладном мире настолько что-то есть, насколько есть огонь. Его частички неприметные пылают во всех телах и, будучи незримы, животворят таинственно и властно. Не исчезает никогда огонь, ведь он не меркнущий и негасимый, божественный. Им Бог всего касается и не дает ничто все поглотить бесследно, без остатка. И души наши тоже лишь частицы вселенского огня, его великий дар. Всего лишь искорки в ночи, и мрак стремится вечно впитать их, погасить. Да, нас почти что нет, но божество нетщетно пребывает. Один лишь Бог всесилен, Он и есть огонь. Когда иссякнет время, призовет к себе все сущее, на деле же не сущее, а гибнущее только. Как будто разные явления, слагающие мир, а присмотрись, всего лишь разновидности погибели и смерти. Бог возвратит к себе все гибнущее, смерть, поправ, спасет. То будет торжество огня, в который обратится весь горестный на части и частицы разделенный хладный мир. Горела Троя, или Бог являлся. Огонь неутолимый жадно поглощал все без разбора. Мертвых и живых, дома и храмы, трусость и надежды. Сражавшихся, бегущих, молодых и старых, припасы снеди, золото и мрамор. Губил все сущее, а может, возносил в неведомую жизнь, где все иначе. Наступит сумрак, кто его рассеет? Пожары городов не согревают тело, и стоны не сгонят немоту в страдании застывших поколений. Распря.
Еще великий город догорал, еще звучали горестные стоны и вопли победителей, в которых торжество мешалось с алчностью и безрассудной злобой, как стали помышлять ахейцы о пути домой. Но тут возник раздор между вождями. Разгневан Одиссей, Тидид и Менелай бесчинствами и тем, что все пошло не как договорились. Не меньше беспокоило их то, что божество великое осталось оскорбленным. И город разорен, и конь сгорел, священный символ грозного властителя морей. То покровительство высокое, которое снискали благодаря согласию с троянами и дару Посейдону, теперь в прах обратилось и сменило знак. И что приязнью было, стало Божьей карой. Еще одно кощунство совершилось. Ахейцев беды приумножил второй Аякс, сын Аелеев. У алтаря Афины, где молила деву спасти ее Кассандра, дочь Приама, была поругана безжалостно. Как будто мало женщин по улицам металась, легкая добыча, ее жестоко изнасиловал Аякс. К великому владетелю морскому прибавилась Афина, чей суровый гнев немало омрачал ахейцев набожные души. Решили Агамемнон с большинством ахейцев почтить Афину жертвой изобильной и тем умилосердить. Возражали им и Одиссей, и Менелай, и Нестор с Диомедом. Такая жертва лицемерна. Малая частица от илионской щедрости, которая досталась нам незаконно. Так мы не восполним обиды, причиненные богам, и гнев их не утишим. Больше на насмешку похоже подношение такое. Двоякое нам нужно совершить, чтобы надеяться вернуть к себе приязнь Афины, Посейдона, олимпийцев. Двоякое всего лишь? Что ж, не очень много, не без глумливости воскликнул Агамемнон. Ты веселишься, царь, напрасно, угрюмо Одиссей ему ответил. Аякс Лакритский должен искупить своею жизнью мерзкое кощунство. Вы что, его убить хотите? И в жертву человека принести воительнице деве, как бывало встарь? Угоден будет ей такой дичайший выкуп? Может, эта жертва бескровная быть? Останется Аяксу девы в храме служить бессрочно. Пожизненно жрецом прибудет, или до тех пор, пока знамение Афина не подаст, что искупил свою провину перед нею и перед нравом человеческим. Он ни за что не согласится. О, Агамемнон, царь великий, всех сил ахейских гордый предводитель, тебя ли слышу? Еще не кончен ведь поход наш общий. Умел заставить ты всегда своей суровой волей то исполнять, что надлежало. Кончился поход, и мы отныне на путях своих. Еще ты не дослушал о втором, не менее насущном. Будет нам удача в пути возвратном, если поклянемся отстроить Илион, насколько хватит сил. Отстроить Трою? Ты сошел с ума. Мы не поднимем из пожара город, но все же восстановим шанс для жизни на этом самом месте. И если сил сейчас за дело браться мы не имеем, то должны потом, не мешкая, вернуться, чтобы заселить долину Илиона вновь. Из царств ахейских соберем людей, и пусть отныне горестное место иным предстанет, символом единства Эллады всей.
Себе докажем, божеству и миру, что можем быть не праздно заодно, не только в сече с общими врагами, но и в работе мирной. Что-то, Одиссей, ты странное измыслил. Агамемнон смотрел и пристально, и зло. Бесспорно, многое твой ум придумал к пользе нашей. Но это всех чудней, и не гневись бессмысленней. Невиданное дело предлагаешь нам собственноручно пествовать врага. Как будто наши кровли пламенем объяты, и мы рядим, как их восстановить. Опомнись, Одиссей, вы, друзья его идей нелепых. А небывалым ты толкуешь, Агамемнон? Пусть небывалое, но разве наш поход и разоренье Трои когда-то были? Тоже не имеют подобия. Так подадим пример не только небывалых разорений, всю Грецию увлекших, запятнавших кровью, но общих созиданий, мирного труда. Ты скучен, Одиссей. Тебе, крестьянином, родиться более пристало, чем доблестным героем. Хоть и признаю твою отвагу, выдержку и сметку, но даже лучшие умы подчас теряют нить. Их нужно возвращать на почву дел реальных. Стоят целы наши дома, припасы в кладовых, и вызревает колос на полях обширных, глаз радующих. Не смешивайте участь побежденных и тех, кто победил. Она от века не бывает общей. Она всегда одна, о гордый Агамемнон, в досаде Одиссей воскликнул. Убедишься ты, что торжество победы не защита от всех грядущих бед. И если мы сейчас стоим беспечно на руинах Трои, то следует подумать, как бы нам на собственных руинах не заплакать. Удача переменчива, и ты прекрасно знаешь, как мало силой превзошли мы доблестных троянов. Звучали речи гневные, попреки и угрозы. В итоге Одиссеевы друзья, их оказалось мало, немедленно отплыли, опасаясь, что яростный раздор чреват кровопролитием. И лучше уберечься от него простором моря. Так разделились судьбы тех, кто долгие года делили участь общую. И что сказать об этом? Те связи, что создали между ними лишения и тяготы войны, победа враз расторгла. И кто казался братом друг для друга, внезапно обнаружил, он чужой. Победа и память, как сложно все с вами. Подумал победа, но что же так горько? Ты смог, но, быть может, лишь то обнаружил, что все упования славы напрасны. И память, тебе сохраняя успехи, суровую радость и труд испытаний, возносит или ранит. Не знаю ответа, но трудно все это. Как трудно все это. Возвращение. За горизонтом скрылись корабли аргосца Диомеда и царя Итаки, спартанца Менелая и немногих тех, которые их приняли внушение. Все остальное войско подбирало то, что оставалось в Трое и окрест. Быков отборных гекатомбу пышно принесли, чтобы богов умилостивить, прежде всех Афину. Собрались в путь. Но тут Неоптолем ввалился возбужденный в собрание вождей и рассказал о том, что тень отца ему явилась. Требовала тень Ахиллу в жертву принести царевну Поликсену, ее при жизни в жены взять хотел. Пытался Агамемнон отвратить юнца от новой крови.
сколько уж пролилось. Ты в выступлении каком-то пребываешь. Смешались дни и ночи для тебя. Быть может, ложное видение увидел? Немало снится нам подчас причудливых картин. Но тот упорствовал, и царь Микен угрюмо велел все совершить, как требовала тень. Он мрачно наблюдал, как привели к кургану, в котором упокоился Ахилл, прекрасную и юную царя Приама дочь. «Какой-то рок над нами!» — он в сердцах сказал, и Доминей был рядом и услышал. Он понял, видит царь Микен, не дочь Приама, над которой меч Неоптолем неистовый занес. С другой невинной жертвы начался поход, когда дочь гордого Атрида также привели под нож Колхант. Тогда во Влиде с той же юной предстала Ифигения пред всеми. Слегка дрожала от тревоги смутной, но на отца доверчиво глядела, себя ему вверяя. Вдруг улыбнулась робко. Подлая война. И Доминей внезапно произнес, и будто поперхнулся, сам не ожидал. Мысль в слово облеклась сама собою, и без его намерения спорхнула с языка. Неоптолем, насытив юной кровью отца могилу, все не мог уснуть. «Исполнен долг», — его шептали губы. Он ждал отдохновения, но сон не шел упорно. От всех переживаний оказался он меж сном и явью. В этом странном месте вдруг ореол увидел. Тот мерцал неярко различными тонами синевы. Из этих переливов вдруг раздался голос, и будто женский облик проступил. «Любезный внук, так обращаюсь, ибо чту супруга, врученного мне волей Зевса и доблестью своей, а также в память сына дорогого, Ахилла, твоего отца. От них отличен ты, но и продолжены они тобою. Не выбираем мы, в ком наш продлится род. И все, что нам не нравится, принять должны смиренно в ответственность свою и теплоту любви. Хочу я быть достойной отца и деда. Похвальное стремление, но многое еще ты сделать должен, чтоб вровень стать. Как? Неужели пепелище Трои залог для славы малый? Пока ты враг себе гораздо больший, чем преемник славы отца и деда. Неужто ты не понял, Ахиллит, что призваны герои не губить, а мир спасать, не разрушать, а созидать, взаимоистребление героев, утеха темных чудищ первозданных, таящихся во мраке душ и недр. Для них сам свет — чрезмерное излишество и прихоть божества. Подумай, кому служишь, совершая подвиг, иначе вместо подвига злодейством твои деяния будут. Может, уже были. Пусть были. Ты ведь очень юн и многое еще понять способен. Важнейшее — чтоб не прервался шанс, и потому я здесь перед тобою. Приблизилось лицо Фетиды. Я тебе открою то, что ахейские вожди понять страшатся. Разгневан Посейдон, что город и страна, врученные ему Афиной, как возмещение за Аттику,
теперь ахейцами разрушен. Будет он карать в своей стихии всех неумных греков, беспечно поспешающих домой. Вернутся лишь немногие. Ты можешь оказаться в их числе, если сойдешь на берег и пойдешь в Автию по суше, через Фракию и дальше. Внял голосу виденья Ахиллит и сушею отправился в Элладу. А вся ахейская армада по морю двинулась в последний свой поход. Казалось, будет он удачным. Дул попутный ветер, прозрачен воздух, ясны небеса. Но резко вдруг задул Борей, вмиг небо посерело. И вот уже не ветер, шквал на корабли обрушился, пронесся, как лавина, сорвавшаяся с гор. Часть кораблей лишилась мачт, разорван парус у других, но иные перевернулись вовсе. Но бедовый ветер их долго не терзал, пронесся и исчез. Притихли волны, лепетали сонно, настал покой на всем безбрежном море. Какой-то угрожающий, бездонный, как будто все живое перестало дышать и шевелиться. Эта тишина под небом сумрачным, коричневато-серым пугала больше ветра, вот только что трепавшего суда. По морю, ровному и тихому, как луг, недавно скошенный, неспешно продвигался флот ахейский. Не силой ветра, а гребцов руками, их потом, ноющую болью натруженных и утомленных мышц. Но мало беспокоила усталость, тревога безотчетная их души наполняла. И не зря. Вдруг тихая равнина моря вздыбилась холмами, огромными валами вод клокочущих и сине-черных, поднявших с глубины скопления травы морской какой-то слизкой мути и медуз, звезд множество ракушек и кораллов. Поднялись и обрушились валы с ужасным грохотом. Мир завертелся, раскололся вмиг на множество несвязанных фрагментов. Буйство началось морской стихии. Волны меж собой с каким-то исступлением сражались. Одна хотела поглотить другую, подмять и задавить, а между ними корабли, как щепки. И ветер не поспел к расправе этой, вся рьяность волн в мертвящей духоте, застывший вязкий воздух, будто суп густой. От этого усиливался ужас. Но вот из туч, устлавших небосвод, воды потоки хлынули, и пробудился ветер. Не ветер, а ветра, все, сколько их не есть. С неистовой силой ураган морские воды к небу поднимал, а тучи, разорвав на мелкие отшметки, топил в волнах. Кругом одна вода. Казалось несчастливцам, на дне морском погребены, при жизни утонули. Но хоть себя не помнили, однако еще живы, на многих кораблях, не съеденных стихией. И вдруг, о счастье, видит взор страдальцев огни манящие. Там берег, он сулит спасение из пасти бешено ревущей. Как видно, кто-то из товарищей уже ступил на берег и первым делом поспешил других направить на надежный путь. Но нет,
недружеской рукою были зажжены огни эвбейские. Здесь снова появляется горящий местью Навплей, подобный Немезиде, он ее любимец. Уже давно подстерегал Ахейский флот, сложив на острых скалах, выступивших в море, дрова и хворост, и вдобавок паклю, чтобы скорее зажигать костры. На юркой лодке, как не потонуло, он от скалы к скале метался в стонущих волнах, спеша огонь возжечь. Наивная попытка. Когда б не помогало божество безумца замыслу, то ничего б не вышло, и сам бы сгинул в пенистых волнах. Но грозный бог морей карал ахейцев. Из жарко-алых лепестков огня, визжа и ухая, мгновенно поднимал столб пламени остервенелый ветер. И все же недостаточно его, чтобы во мраке и воды потоках издалека увидели огни суда ахейские. Однако Богу редкая препона, и повелитель вод имел на это средство. Из моря возникало странное сияние. Блестело, будто много лун белесо-голубых. В них слабые огни костров эвбейских отражались, мощно возрастали и превращались в факелы, поднявшиеся ввысь. Так что и в бурю, в сумраке кромешном их видеть было можно далеко и ясно. На эти ложные огни с надеждой устремились еще не потонувшие суда. Их ждал конец на скалах безучастных. А тех пловцов отдельных, кто сумел до берега добраться из последних сил, встречал зловещий Навплий со строгою острой и словно рыбу или морского зверя пронзал несчастных. Так в буре и на скалах погибал Ахейский флот, кощунство искупая. Остатки выжили для участи прискорбной. Погибли, впрочем, многие, но далеко не все. Не смерть, другую кару Посейдон ахейцам приготовил погубившим Трою. Он сделал их изгнанниками, не давал вернуться в свою отчизну, разбросал по свету. Кто в Ливию попал, в Италию, на Кипр, у Берийских дальних берегов осел. Как искры от пожара разнеслись ахейские селения по миру. А что же первые, отплывшие из Трои в раздоре с Агамемноном? Домой добрались все, хотя немногих счастье ожидало на вожделенной родине. Но это уж иной повествование свиток. Лишь двоих героев суровый рок удерживал вдали от дома отчего. Их путь возвратный много лет тянулся, стал странствием постылым, каталогом скорби, который мы листаем увлеченно, послушные закону происшествий и любопытства. Ведь чем незауряднее испытания, чем драматичнее и трагичнее дни, чем горше нам приходится и чем острей опасность, тем занимательнее для других рассказ. Какая-то насмешка здесь, гримаса судьбы язвящей. Или же, напротив, так воздаяние дается за беду и муки. Пускай иная жизнь без потрясений, всем благодатна для участников, но будто и невидимо, незримо. Она столь неприметна, как шуршанье ветра, как зелень листьев, облака на небе и солнца свет дневной. Без них не можем жить, но их не наблюдаем и не находим слов. А если бы нашли, никто не стал бы слушать.
еще раздражился б невзначай. Ты прожил хорошо и будь доволен этим. А что забудут, ничего не скажут и даже стоя рядом не заметят, так это плата за твое довольство и дней размеренных, благополучный ход. А тем, кто пережил немало потрясений, то испытал, чего страшатся все, частицу возмещения дает по прихоти своей капризная удача. Их жизнь становится рассказом, иногда легендой, преданием и притчей, чтобы жить в веках. Или хотя бы в общем интересе, в досужих сплетнях, пересудах, то восхищенных, то завистливых, то злых. Внимание людей – различная монета. От личности зависит, от ума и нрава, что в благородном золото, то в маленькой душонке горсть мелкой меди, почерневшей, стертой. За 10 лет под Троей герои пережили безмерно тягот, приключений, бед. Удачи даже счастья. Но двоим досталось не менее того же испытать в пути обратном, странствием умножить все пережитое и надвое или втрое. Известна всем история итакца Одиссея, который 10 лет до дома добирался и потерял всех спутников своих и кораблей. Гомер Великий рассказал о том, как покарал вернувшийся Одиссей придерзких наглых женихов, на верность Пенелопы посягавших, хотя и то судачат, впрочем, суета. Но меньше ведают о том, как искупил их кровь и давний еще строи гнев Посейдона. Как, повинуясь приговору, бродил немало лет с веслом, пока желанный встречный, наконец, не вопросил, зачем несешь лопату. Найдя народ, не знавший мореходства, он обучил их навыкам морским, как лодку изготовить и корабль, работать веслами и парус выставлять. Так приговор исполнил и избыл вину, и Посейдон Великий примирился с ним. Еще немало ведал приключений, вся жизнь его сплошные перемены и странствия невольные. И даже на Итаке, в который раз вернувшись и уже, казалось, для лет последних обретя покой, он погибает странствием настигнут. Волшебница Цирцея родила от Одиссея сына Телегона. Тот, выросший, решил найти отца. Не зная, где находится, напал на стадо Одиссеева. Тот отразить пытался дерзкого злодея. В жестокой схватке Телегон копьем с шипом от ската рану роковую нанес отцу. И лишь тогда узнал, кого он поразил смертельно. Другой герой ахейский, Менелай Атрит, не менее мучительно от Трои добирался. За годом год стремился в Спарту, в благодатный край, но рок нещадный воздвигал препоны, и все усилия играючи в прах обращал. Подчас казалось странникам невольным, до дому не добраться никогда.